сливочное масло поставила на средний нагрев. Сливочное масло 120 грамм и мед 130 грамм. Масса закипела, и добавляю соду пищевую, полную чайную ложку. Сода гасится, увеличивается в размерах. Уменьшаю нагрев на минимальный. И провариваю, пока масса не станет карамельного цвета. Очень красивый цвет получился, такой карамельный. Выключаю нагрев и добавляю молоко. Холодное молоко 150 мл. Это сразу охлаждает массу. И оставляю остывать. 3 яйца, пол чайной ложки соли и сахар 90 грамм. Добавляю в процессе взбивания. Яйца с сахаром очень хорошо взбиты. Теперь добавляю медовую смесь. Медовая смесь теплая, комнатной температуры. Взбиваю, постепенно добавляю. Теперь мука. Мука 250 грамм. Просеиваю, постепенно добавляю. Тесто готово. Подмешаю чуть-чуть вручную. Можно отпекать. Выпекаю на противне размером 28 на 30. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекать минут на 15-20, в зависимости от вашей духовки. Медовый бисквит готов. Выпекался ровно 15 минут. Только что из духовки, он еще горячий. Даю ему полностью остыть. Для крема использую сметану отвешенную. В марле 800 грамм сметаны подержала в холодильнике ночь, и с нее стекла сыворотка. Смотрю, сколько у меня получилось из 800 грамм. Получилось почти 500 грамм густой плотной сметаны. Взбиваю сметану и 100 грамм сахарной пудры. Крем готов. Медовый бисквит остыл. Обрезаю его по краям. Вот такой получился медовый бисквитик. Я его тоже разрежу на 2 половинки.
Смотрите, какая прелесть. Все остальные 3 коржа тоже разрежу на 2 половинки. И получится у меня 8 коржей. Я сделала пропитку для торта. На 250 мл горячей кипяченой воды, чайная ложка меда. Для удобства сборки торта весь крем разделила на 8 равных частей. Получилось где-то по 2 столовые ложки. Торт готов и отправляется в холодильник на ночь. Торт постоял ночь в холодильнике. Я попробовала торт. Медовик очень нежный, пропитанный, сочный. Очень просто приготовить такой медовик. Не надо тесто раскатывать. А получается настоящий медовик. Готовьте вместе со мной по моему рецепту. Наслаждайтесь процессом приготовления. И, конечно же, вкусом этого волшебного медовика.